Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами о сенсационных археологических открытиях, которые буквально переворачивают наше представление о древней истории человечества. Эти находки — не просто случайные артефакты, они словно пазлы, которые заставляют нас переписывать учебники, задаваться новыми вопросами и заглядывать в прошлое с совершенно иным взглядом. Мы отправимся в путешествие по всему миру, от Мексики до Шотландии, от Египта до Канады, чтобы понять, как жили наши предки, какие тайны они оставили и что это значит для нас сегодня. Поехали! Начнем с Мексики, где скрывается одно из самых грандиозных сооружений в истории – пирамида Чолула. Представьте себе, это строение в 2 раза больше по объему, чем Великая пирамида в Гизе, которую все знают как символ древнего мира. Но вот что удивительно, пирамида Чолула долгое время оставалась незамеченной. Почему? Потому что она буквально утопала под слоем земли и растительности, превратившись в холм. А когда испанские колонизаторы прибыли сюда в XVI веке, они даже не подозревали, что стоят на вершине древнего чуда, и построили прямо на ней церковь. Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Сегодня археологи раскопали лишь часть этого гиганта, но уже ясно, что Чолула была не просто пирамидой, а целым городом-храмом, центром религиозной и социальной жизни для цивилизации, о которой мы до сих пор знаем слишком мало. Это заставляет задуматься, сколько еще таких холмов по всему миру скрывают под собой древние тайны. Теперь перенесемся на Филиппины, где археологи нашли доказательства того, что люди плавали по океанам еще 40 тысяч лет назад. Это ошеломляет. Мы привыкли считать, что серьезное мореплавание началось гораздо позже, с финикийцев, полинезийцев или викингов. Но находки, останки лодок, орудия труда, кости животных, которых явно перевозили через воду, говорят о том, что наши предки были куда более продвинутыми, чем мы думали. Представьте себе этих древних мореходов. Они строили суда из бамбука или выдолбленных стволов деревьев, ориентировались по звездам и смело отправлялись в открытое море. Это открытие не просто сдвигает временные рамки, оно меняет наше понимание человеческой мобильности и того, как заселялись острова и континенты. А что вы скажете про чемодан Говарда Картера? Да-да, того самого археолога, который в 1922 году открыл гробницу Тутанхамона и стал легендой. Недавно исследователи наткнулись на его личный чемодан, спрятанный среди старых вещей. Внутри не только документы и заметки, но и мелкие артефакты, которые Картер, похоже, забрал с собой. Что это было? Сувениры или улики, которые он не хотел показывать миру? Некоторые предполагают, что в бумагах могут быть намеки на нераскрытые тайны гробницы. Ведь до сих пор ходят слухи, что Картер нашел больше, чем рассказал. Это как детективная история, где каждая новая деталь заставляет нас гадать. А что же было на самом деле? Дальше. Великая Китайская стена. Казалось бы, что нового можно узнать о ней, но последние раскопки показали, что ее история началась на 300 лет раньше, чем считалось. Еще в IV веке до нашей эры. Это не просто стена, а сеть укреплений, которая строилась разными царствами задолго до объединения Китая императором Цинь-Шихуанди. Найденные фрагменты, кирпичи, оружие, остатки лагерей рисуют картину не только военной, но и инженерной мощи того времени. Это заставляет задуматься, а насколько мы недооцениваем другие древние культуры. Теперь спустимся под землю, в Израиль, где в пещерах нашли так называемые пещерные жемчужины. Это редкие минеральные образования, внутри которых оказались древние артефакты, орудия, кости, даже следы огня. Возраст некоторых из них десятки тысяч лет. Представьте, эти жемчужины формировались веками как капсулы времени, сохраняя внутри себя кусочки жизни наших предков. Это не просто красивая находка, а ключ к пониманию того, как люди жили в подземных убежищах, возможно, спасаясь от хищников или стихий. А вот еще одна неожиданность. Римский шлем, найденный в Дании. Казалось бы, что общего между римлянами и скандинавами, но этот шлем, украшенный тонкой чеканкой, говорит о том, что контакты были, возможно, торговые или даже военные. Это не первый намек на связи между этими культурами, но такая находка заставляет пересмотреть карту древних путей и влияний. Может, римляне заходили дальше на север, чем мы думали?
Перенесемся в Бразилию, где археологи раскопали следы древних вечеринок возрастом 2300 лет. Да, вы не ослышались. Остатки костров, керамики, огромные кучи раковин и костей животных указывают на масштабные празднества. Это были не просто посиделки у огня, а, похоже, целые фестивали, где собирались сотни людей. Что они праздновали? Урожай, победу, смену времен года? Это открытие рисует образ не только трудовой, но и социальной жизни древних общин, где веселье было важной частью культуры. Теперь река Темза в Лондоне. Недавно на ее дне нашли человеческие останки бронзового века, которым около 4000 лет. Это не просто кости, а, возможно, следы ритуальных захоронений. Некоторые черепа имеют странные отметины, что наводит на мысль о жертвоприношениях или сложных погребальных обрядах. Темза всегда была сердцем города, но теперь мы видим, что ее роль в жизни людей уходит корнями в глубокую древность. Что еще скрывают ее воды? Египет снова удивляет. Найдена гробница Тутмоса II, первая царская усыпальница, открытая со времен Тутанхамона. Тутмос II правил в 15 веке до нашей эры, и хотя его правление было недолгим, гробница обещает рассказать о жизни фараонов нового царства. Пока раскопки только начинаются, но уже ясно, что это может стать новым окном в эпоху, полную интриг и величия. А как вам фигурки майя со съемными частями? Эти маленькие статуэтки, найденные в Центральной Америке, озадачивают ученых. Некоторые считают, что это были ритуальные предметы, другие видят в них игрушки или даже изображения пришельцев. Уж слишком необычно выглядят их формы. Это открытие добавляет загадок к и без того таинственной цивилизации майя, чьи знания астрономии и архитектуры до сих пор поражают. В Канаде нашли поселение возрастом 14 тысяч лет. Это переписывает историю заселения Америки. Долгое время считалось, что люди пришли сюда через Берингов пролив около 13 тысяч лет назад. Но эти находки – дома, орудия, очаги – говорят о более раннем прибытии. Возможно, они шли вдоль побережья, питаясь рыбой и двигаясь на юг. Это не просто сдвиг дат, а намек на то, что Америка могла быть домом для людей гораздо дольше, чем мы думали. Шотландия тоже не отстает. Каменные круги возрастом 7300 лет. Эти сооружения старше Стоунхенджа, и некоторые ученые связывают их с культурами Средиземноморья. Как такое возможно? Может, древние мореходы плавали дальше, чем мы предполагали, или идеи путешествовали через торговлю? Эти круги – не просто камни, а свидетельство сложных верований и, возможно, астрономических знаний. Египетские папирусы, найденные недавно – еще один кладезь информации. Это древнейшие записи о строителях пирамид, их имена, работа, даже рацион. Оказывается, они ели мясо, пили пиво и жили в организованных поселениях. Это не рабы, как в старых мифах, а профессионалы своего дела. Такие детали оживляют историю, делая ее ближе и человечнее. А что если Абу-Бакр II, правитель Мали, действительно добрался до Америки до Колумба? Легенды говорят, что в XIII веке он отправил флот через Атлантику. Археологические находки, пока косвенные, вроде африканских монет в Южной Америке, подогревают эту гипотезу. Если это правда, то история открытий Нового Света может оказаться совсем другой. Исследования ДНК чумы показывают, что она трижды приходила в Европу из Азии. Еще одно открытие, которое меняет взгляд на прошлое. Это были не просто эпидемии, а события, определившие судьбы народов. А находки на Гавайях, маленькие статуэтки и орудия намекают на реальность легенд о гномах или маленьких людях, о которых говорят местные мифы. И, наконец, древние костры в Испании. 250 тысяч лет назад люди собирались вместе, готовили еду, общались. Это не просто огонь, а зарождение социальных структур, которые сделали нас теми, кто мы есть. Все эти находки – лишь вершина айсберга. Они заставляют нас задуматься, что еще скрыто под землей, какие истории ждут своего часа. Наше прошлое – это не статичная картинка, а живая, постоянно меняющаяся мозаика. И с каждым новым открытием мы понимаем, что знаем о нем гораздо меньше, чем нам кажется. Подписывайтесь, если хотите узнать больше, и делитесь в комментариях, какие тайны прошлого волнуют вас. До встречи!